Смотрите, какая у меня есть красивая сковорода. Друзья, всем привет! Вы на канале Советы для дома. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня я вам покажу, как очистить сковороду. Нагар толстый, черный, уже кажется, что ее проще выбросить, но нет. Сегодня покажу способ, который реально возвращает такие сковородки к жизни, без долгого трения и мучений. Внутри сковородка в принципе чистая, здесь есть жир, особенно на боковых стенках, но это не нагар, и отмыть его можно очень просто. Горячая вода, горчица, сода, замочили на полчасика и все отойдет. Ну а снаружи сковорода обрастала нагаром лет 20-30, а может и больше, местами нагар отпал и видно, что сковородка светлая, может белого цвета, но сейчас почистим ее и узнаем. Начнем с подготовки. Для этого нам понадобится большая емкость. Я взяла обычный таз, если есть большая кастрюля, тоже подойдет. Главное, чтобы можно было все это прокипятить. Еще один важный момент. Сковорода должна полностью помещаться в таз. У меня та часть сковороды, которую нужно чистить, будет под водой. Ручка не сильно грязная, но если она у вас откручивается, то лучше открутите ее. Теперь делаем мощное чистящее средство. У меня брусок обычного коричневого 72% мыла. Его нужно натереть на терке. Вот такая крупная мыльная стружка у меня получилась. Здесь примерно половина бруска. Теперь давайте измерять. Нам нужен 1 стакан мыльной стружки. Видите, здесь чуть больше стакана. Вы уже можете не измерять, сразу трите мыло в таз или в кастрюлю. К мылу нужно добавить кальцинированную соду. Я ее покупала в магазине, там, где продаются мыло, стиральные порошки и, в принципе, все для стирки. Отмеряйте стакан соды. И добавляйте к мылу. Дальше налейте в таз 2 литра горячей воды и перемешайте соду с мылом. Кроме этого способа, есть еще множество других, с помощью которых можно очистить сковородки. Один из самых популярных – это вываривание сковороды с канцелярским клеем. Я так сковородку уже чистила, ссылку на видео оставлю вверху справа. Опускайте в раствор грязную сковороду и доливайте горячую воду. Она должна полностью покрыть сковородку. Можете наливать максимально горячую воду, что течет у вас из крана, а можете заранее закипятить кастрюлю воды. Чем горячее сейчас будет вода, тем быстрее закипит раствор. И последний ингредиент, который нам сюда нужно добавить, это стакан растительного масла. Звучит странно, особенно масло, но сейчас объясню, как это работает. Мыло и сода – это щелочь, они разрушают жир и нагар, а масло помогает размягчить старые закаменевшие слои, чтобы они легче отходили. Ставьте сковороду в растворе на плиту и ждите, когда раствор закипит. Сковорода кипит уже 5 минут, давайте посмотрим на нее. Внутри она уже очистилась. А снаружи видно, что нагар набух и в некоторых местах уже начал отваливаться. Я еще 5 минут прокипятила сковородку. Теперь с помощью ножа буду счищать тот нагар, который поддается. Он прямо как масло срезается очень-очень легко. Понятно, что за 10 минут кипячения все не очистится, поэтому счищайте только то, что легко отходит. Мне, кстати, уже понятно, что это эмалированная сковорода. Честно, вижу такую первый раз. В таком растворе вы можете кипятить сковородки из чугуна и из нержавейки, а вот сковороды с антипригарным покрытием так чистить не нужно, потому что вы испортите внутренний слой.
Кстати, если нужно почистить такую сковородку, и вы не хотите долго и мучительно чистить дно и стенки от нагара, то можно ее прокипятить. Но есть несколько нюансов. Про них я подробно рассказала и все показала в видео, которое появилось в подсказке вверху справа. Жмите по ссылке и смотрите. Основную идею, думаю, вы поняли. Достаете сковороду из раствора, счищаете ножом все, что легко счищается, буквально минута, проходитесь по всей сковороде и снова опускаете ее в раствор кипятиться минут на 10. У меня чистящий раствор стал просто черного цвета. Это и есть старый жир, плюс в нем плавает огромное количество нагара. Если будете этим способом чистить свою сковородку, то чтобы к ней потом во время готовки не прилипала еда, прокалите ее с солью и натрите маслом. Как это правильно сделать, посмотрите в видео, которое появилось в подсказке справа вверху. После того, как весь нагар отойдет, доставайте из раствора сковородку и перемещайтесь в раковину. В принципе, этот раствор можно использовать для чистки других сковородок, но не в моем случае. У меня он уже свое отработал, сковорода была сильно грязная. Теперь вот такой губкой для очистки тефлона и деликатных поверхностей, средством для мытья посуды и горячей водой вымою сковороду внутри. Очень легко все отмывается, при этом губка не царапает и не портит поверхность. Снаружи мою сковородку этой же губкой. Места, где точечно остался нагар, сейчас можно дочистить. Давайте напомню, в каком виде сковородка была. И посмотрите на сковородку после очистки. Разница колоссальная. Благодаря чистящему раствору нагар снимался вообще без усилий, при этом я ничего не терла и своего времени потратила минут 15, это максимум. Остальное время сковорода кипела и работал именно раствор. Если не брать во внимание следы от пользования, то сковорода выглядит практически как новая. Так что если у вас есть такая же убитая сковорода, не спешите ее выбрасывать. Попробуйте этот способ и напишите в комментариях, что у вас получилось. Если видео вам понравилось, ставьте под ним лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.